Алоха, друзья! Всем привет! С вами Гавр и Лут. И в этот раз мы пришли в Тулум. До этого нам рассказывали, что это крутое шаманское место, что здесь нереальная энергетика. Так оно и есть. Да, и это оказалось абсолютно неправдой. На мой взгляд, Тулум — это распопсованное место, в котором нет диких пляжей, которое дорогое, и я не чувствую там себя безопасно. Я абсолютно не согласна. Ребят, я здесь нашла столько интересных, красивых людей. Все это выглядит как подготовка к Burning Man. Ну, а Карибское море... Насчет моря согласен. Море, пеликаны, базар. Но по поводу всего остального... Давайте обо всем по порядку. Разберемся в вопросе, почему наши мнения так разделились. И почему, с одной стороны, Тулум — это место, в которое вообще не стоит ехать. А с другой стороны... Если нырнуть поглубже, можно увидеть целый мир. Так что садитесь поудобнее. И мы начинаем наш большой выпуск из Тулума. Сегодня мы отправимся туда, где отдыхает Леонардо Ди Каприо и Аль Пачино. Это самый дорогой город Мексики, который диктует свои правила. Здесь каждый день похож на неделю моды. Люди больше походят на персонажей из кино, а в домах есть подвесные мосты и даже водопады. Мы разберемся, что такое стиль Тулума и как не стать тем, кто в этом стиле слегка перебарщивает. Станем участниками самой яркой и неоднозначной вечеринки в жизни. Узнаем, как фрукты могут стать искусством, и поймем, зачем эти люди делают массаж бананами. Заглянем в гости к Саулю, который 10 лет строил свой дом-музей. Мы посетим места, от которых, честно сказать, захватывает дух. И, конечно, будет красота. Много красоты. Сегодня мы разберемся, почему весь мир помешался на этом маленьком городишке. Мне нравится дурачка. Stay present. It's really a life-changing experience. Тулум – это небольшой мексиканский город, который лежит на берегу Карибского моря. Условно Тулум можно разделить на город и пляж. Все знают Тулум по его пляжу, поэтому с него и начнем. Пляж Тулума – это набережная линия длиной 11 километров. Важно знать, что почти вся набережная линия очень плотно застроена гостиницами. Вместе их связывает одна артерия. Это главная и единственная дорога на пляже Тулума. Вся пляжная жизнь связана только этой прямой дорогой. С дрона, конечно, это смотрится красиво, но давайте по ней прокатимся. Честно признаться, это выглядит красиво. Стильные кафе, рестораны, магазины со шляпами. Дорога очень солнечная, уютная, и от нее прям веет островным вайбом. Но, как я уже сказал, это единственная пляжная дорога. Поэтому очень часто она будет выглядеть так, что даже на мотоцикле не сдвинешься с места. Это большой минус инфраструктуры Тулума, да и в принципе это проблема популярных мест. Дело в том, что в 70-х правительство Мексики решило сделать Карибское побережье большим курортом. Что из этого получилось? Давайте кратко. В 70-е в Тулуме проживает 92 человека. В это время Тулум – это пристанище хиппи. До конца 90-х здесь развивается йога и эзотерические практики. С 2000-го в Тулум начинают съезжаться первые звезды и модники. С этого момента начинается бум. Здесь были замечены Леонардо Ди Каприо, Ричард Гир, Аль Пачино и Дрю Берримор. Кстати, Пабло Эскобар тоже успел отличиться, но годами раньше. Его дом сейчас превратили в гостиницу «Каса Малька». Цена за ночь стартует от $1000. Нью-Йорк Таймс включает Тулум в список обязательных мест к посещению. Естественно, цены здесь начинают расти как на дрожжах. За 20 лет Тулум из дикого пляжа для хиппи превращается в новую Ибицу. Количество вечеринок здесь зашкаливает. Люди все продолжают ехать. В 2015 году к пляжам Тулума прибывают первые водоросли. Их пытаются собирать, закапывают в песок, ставят сети на пляже, но все тщетно. Местные говорят, что так природа мстит за сумасшедший поток туристов. В 2018 году загорается местная свалка, и горит она 3 месяца. Строят новый мусорный полигон, и он рассчитан на 5 лет, но место заканчивается через 18 месяцев. Сегодня город с населением 40 тысяч человек ежегодно посещает 3 миллиона туристов. Но давайте снова вернемся к главной дороге Тулума. Мы проехали в одну сторону пляжа и уперлись в руины майя.
Это такие попсовые руины, которые вы увидите на фотографиях, если забьете в поиске просто Тулум. Для Артема, в принципе, все попсовое, там, где много туристов. Так что давайте будем разграничивать немножко. Это тоже интересное место, Да. в которое стоит побывать, если вы в Тулуме. Тулум был построен давным-давно еще майянцами. И вот эти руины — это часть старого города. Но весь остальной пляж Тулума — это, по сути, гостиницы. Но там Полная есть попса. и интересные, да, ну полная попса, но там есть и интересные места. Гостиницы Тулума – это отдельный вид искусства. Они просто невероятные. И для того, чтобы попасть на прекрасный карибский пляж, вам нужно будет пройти сквозь одну из гостиниц. Но потом вас будет ждать рай. Да, к сожалению, именно так выглядит пляж Тулума. Изначально это очень красивый карибский пляж, но в последние годы Тулум просто разрывается от количества туристов. Все постоянно куда-то идут, и какого-то тихого, уютного места здесь найти практически невозможно. Но есть люди, которые выбрали Тулум для себя как родной дом. И именно эти люди создают здесь невидимый для обычного обывателя мир. Мир, полный творчества, новаторских идей и неповторимой атмосферы, которую, кстати, можно встретить только в Тулуме. Один из таких персонажей – Алехандро. Tulum has been a trendsetter to the world since the last couple years, where everyone wants to know and knows about Tulum. Actors, actresses, models coming in here posting about Tulum, and it's just a bomb right now. It's so famous in the world. It's a really special place because we have a lot of spirituality, wellness practices such as yoga, meditation, breathworks, a lot, and at the same time a lot of music. A good friend of mine told me that I did a survey and 65% of the people who live in Tulum are DJs or yoga teachers. 65% of the population in Tulum. Wow. So what happens when you have a lot of artists and a lot of creative people in a small area? Exactly. It's just an explosion of creativity, of art, of events, of projects, of collaborations. Every year is growing, it's expanding, and it's open for more tourists, and it's like being, of course, more mainstream time by time. It's just part of the evolution of a place. I love Tulum, my home Tulum, mi querido Tulum que tanto quiero. Но мы нашли тот пляж, на котором мы чувствовали себя свободно, дико и со своими людьми. По сути, это один из двух публичных пляжей, на которых вы можете провести время спокойно, без этого супер фэнси движа. Сейчас мы направляемся на единственный, по сути, не туристический пляж Тулума. Этот пляж называется Икаль, и он стал нашим островком спасения в Тулуме. По местным меркам он еще девственный, и, кстати, всех интересных людей, которых мы встретили за 2 месяца, мы также встречали и на этом пляже. В общем, если вы планируете в Тулум, то записывайте название. Мы попробовали поехать в другую сторону, и там мы нашли кое-что интересное. Это национальный парк. Он очень дикий и безумно красивый. Туда мы и направились. Оказалось, что в 10 минутах езды от загруженных пляжей Тулума находится нетронутая природа. Пробираться придется минут 20 по откровенно не лучшей дороге, но, честно сказать, это стоит каждой потраченной секунды. Внеплановая остановка. Мы нашли маленькую тропинку, которая ведет в дикие джунгли. Это значит, нам туда стоит пройти, прочекать. Но я считаю, что лучше пробежать, потому что здесь много комаров, и нужно делать резкие движения, чтобы ни один на тебя не сел. Эта тропа привела нас к одной из лагун заповедника Сиан-Каан. Эта часть региона оказалась нетронутой. Дело в том, что она находится под охраной ЮНЕСКО и внесена в список всемирного наследия. Площадь заповедника огромна. Он занимает почти треть всего Карибского побережья Мексики.
С одной стороны Карибское море, с другой – лагуны с крокодилами, ламантинами, черепахами и редкими видами птиц. Но главное для нас – это единственный, действительно дикий пляж, не облюбованный туристами. Здесь ты чувствуешь себя не туристом, а настоящим путешественником. И удивительно, что вся эта красота находится в 10 минутах от забитых пляжей Тулума. Наша постоянная рубрика «Найди дрон в кустах после первого полета». Каждый раз забываем, что надо возвращаться до 200 Да. аккумуля. Очень надеемся, что мы его найдем. Мы его найдем. Да, всегда находили, как Жаль. Ну что, не уёбан. Где он был? Гуки, где ты пропал? Ну да, напугал нас до смерти. По попе дадим. В общем, дрон мы нашли в 2 километрах от места взлета. Его нам вернули местные жители, за что им большая благодарность, а вы летайте безопасно. Помимо чудесного тулумовского пляжа, в котором одни гостишки и фэнси ребята, есть еще не менее beautiful downtown. Это центр города, в котором цены на недвижимость намного дешевле, то есть на проживание. Первое, что мы встретили в даунтауне, точнее, кто нас встретил, это полицейские, которые ездят на пикапах по двое, стоят сзади с автоматом, и один постоянно держит руку на крючке, на щелчке, руку на чем, на курке. Да, давай пригнали. И один из них постоянно держит руку на курке. В общем, ну да, на курке. Ну, курок. Ты зачитала странно. На самом деле они защищают туристов, так что если вы увидите в Мексике полицейского с оружием, это хороший знак. Да, ну в принципе, когда ты приезжаешь на отдых, тебе не хочется видеть полицейских, ты сразу чувствуешь какое-то ощущение, что здесь небезопасно. И местные говорят, что если бы не было полицейских, здесь была бы откровенно жопа. Everyone knows Tulum just the beach, but there's so much culture in Tulum town as well. It has been on the last recent years where all the development has started. Like, it used to be like a really small town, but right now it's just expanding. But it's beautiful to see how friends from around the world are just deciding to move to Tulum to chase the same dream that we all have, and it's to really live in contact with nature, to really have our own projects, to be entrepreneurs, to be our own bosses, to be artists. We're changing from being capitalist to conscious artists. That's what we're merging to be in Tulum and the people who are living right now in Tulum. Большинство приезжих останавливаются в Тулум-тауне. Это небольшой уютный город, и до пляжа всего 5 минут езды. Здесь много гостиниц, хостелов, ресторанов, сувенирных лавок и крутого стрит-арта. Его тут прям очень много. Как мы сказали в начале выпуска, Тулум – это самый дорогой город Мексики. Если в Тулум-тауне в среднем ночь в отеле обойдется в $40-60, то на пляже за одну ночь готовьтесь отдать $150-200. И на пляже это самые бюджетные варианты размещения. Мы находили цены за месяц, внимание, до $250 000. В Тулуме все близко, поэтому очень многие выбирают в качестве транспорта велосипед. Кстати, его можно купить в этом супермаркете за $150. По сути, весь даунтаун — это маленькая такая мексиканская деревушка. И на первый взгляд это выглядит как одна большая центральная дорога. Но есть район под названием Лавлета, где комфортно жить, ты возле центра, но немножечко в джунглях. Пока мы идем, у нас тут красивейший просто закат невероятной красоты. И первое место, которое мы посетили, о котором мы знали заблаговременно до того, как приехали в Тулум, это Азулик. Это невероятное архитектурное решение, которое переплетается вместе с природой. Побывав в этом месте, я ощутила себя частью этой вселенной и загадала желание, чтобы частичка моего дома была в таком же стиле. Правильнее будет сказать, что Азулик – это потрясающий эко-отель в сердце Тулума, на пляже. А мы же отъехали от пляжа 20 минут, прямо в джунглях, чтобы попасть в художественный центр Азулик. Его название – Сферик Умай. И чем он такой особенный, сейчас сами увидите.
Эта галерея регулярно забирает крупнейшие мировые награды дизайна. Главная особенность архитектуры – это формы. Мы привыкли видеть в обычном строительстве прямоугольники, прямые линии и углы. Это практично и экономически оправдано, но здесь все иначе. Изгибы бетонных конструкций повторяют форму растений. Все линии плавные. Автор использовал в просчетах последовательность Фибоначчи, также известную как «золотое сечение». За счет этого центр гармонично сливается с природой, а при строительстве, по словам автора, не было вырублено ни одного дерева. Выглядит это поистине эпично. Ну а если вам стало интересно, из чего же все это сделано, то у меня хорошие новости. Мне тоже это было интересно. Почти все здесь сделано из бетона. Это такие литые бетонные конструкции. Также вот эти перемычки, они сделаны из дерева. И сидят они, по сути, на обычных гвоздях. А для того, чтобы крыша не протекала, они всю наружную часть заделали стекловолокном с похожей эпоксидной смолой. Не знаю, насколько эпоксидка экологична, но 16-метровый купол в центре зала – это сильно. Следующий персонаж нашего выпуска, ее зовут Лола, и это мой самый любимый персонаж Тулума. Она офигенный декоратор, и самые крутые вечеринки Тулума она преображает просто в фестиваль. Еще что уникальное, она живет просто в необычном доме среди джунглей. И хочу предупредить, она создала свой собственный проект, сексуальный, взрывоопасный, сочный, на который вот, собственно, мы и пришли. Но сначала давайте заглянем в дом. Как оказалось, это дом одного из самых популярных музыкантов Мексики, солиста группы Кафе Такуба, Рубена. В этом доме необычно, наверное, все. Во-первых, он круглый. Здесь есть водопады, природный бассейн, подвесные мосты. Внутри все еще сложнее. Под потолком летают медузы, а туалет оформлен как художественная галерея. Вы просто посмотрите на эти линии и изгиба. Этот дом словно живой. Он как будто бы дышит вместе с природой. Там свет пробивается в потолке. Следуйте за мной, я вам кое-что покажу. Что должно быть самое главное в доме? Правильно. Это пожарный выход. Не совсем понятно для чего это, но вроде для того, чтобы дети спускались. Ну как тебе нравится этот венок? Или с вот этим? My big passion is art, and my mission is hedonize the world. To use art to liberate women's pleasure around the world, and this is what I'm working on. It's a way of teaching people how to find happiness through pleasure, and also help them to feel free from the education that sometimes other religions give to us, especially to women. It starts with 1, 2, or 3 days, like it's just full of different workshops during the whole day. There you can learn different techniques of how to bring more pleasure to yourself, or how to pleasuring others better. На первый взгляд это может показаться чем-то пошлым, но это абсолютно не так. Лола говорит про открытость. Идея Hedone очень актуальна для всех нас. В наших традициях тема удовольствия, особенно женского, это табу. Мы привыкли об этом молчать, и как следствие мы очень мало об этом знаем. Hedone снимает ограничения. Пока ты здесь, общество на тебя не давит своими требованиями. Это очень раскрепощает и открывает твою настоящую природу. One part of the event is this crafting atelier that we set up for everyone to create their own crown. It's something quite fun to make your own costume. Since I was a child, I was always obsessed with carnival and making the costume for all my friends, and coming up with the idea of every year what are we gonna dress up and buying all the materials and creating all the costume. And I was that like forever. The mission is to break these taboos and educate people, enjoy pleasure more freely. I believe that art is a
best tool that we can use to re-educate these people. And the message, big message is we are all nature, and whatever we feel natural is because it is and it's right. And I highly recommend because it's really a life-changing experience. Простыми словами, ХДН – это невероятной красоты костюмированный фестиваль, в течение которого проходит масса воркшопов и мастер-классов на тему женского и мужского удовольствия. Основная идея – перестать стесняться того, что естественно. Ведь если так задумала сама природа, то почему это должно быть табу? Лола создает абсолютно новую идею, которую еще не видел мир. И эта идея с глубокой философией. Такие персонажи нас с Настей восхищают. И хочется, чтобы таких новаторов в мире было больше. Вы заметили необычный дым на последних кадрах? Этот дым дает смола дерева бурсера. Местные называют ее капаль. Шаманы древности использовали капаль в своих ритуалах. По запаху он очень напоминает ладан, практически неотличим. Для нас капаль стал запахом Мексики. Его здесь можно встретить практически везде. И я думаю, что из Мексики обязательно нужно привезти немного этой уникальной смолы. Когда приезжаешь в Тулум, складывается впечатление, что ты попал на супер топовую костюмированную вечеринку. И за счет того, что здесь ярко выраженный стиль, и это место стало таким трендовым, появилось выражение «Тулум стайл». И как видите, я уже преобразилась немножечко в детали Тулума. И сейчас мы с вами разберем, что же именно привлекает внимание людей. Пойдем. Самая главная деталь, которая сразу же бросается в глаза, это шляпы. Они здесь разных размеров, разных материалов. И здесь просто культ шляп. Особенно, что мне нравится, это детали. Кристаллы, перья. Мне кажется, это просто пропуск твой в Тулум. Итак, чтобы собрать Тулум-лук, вам понадобится 3 элемента. Шляпа, легкая накидка и кулон с натуральным камнем. Вот это, к примеру, классический набор Тулума. Парень знает толк. В Тулуме есть отдельная категория людей, которые местные называют тулуминати. По правде говоря, это слово не очень хорошее, и им характеризуют людей, которые одеваются с целью того, чтобы все увидели, какой я уникальный. Но они не проявляют свою настоящую уникальность. Чтобы не быть тулуминати, главное не перебарщивать. Вот такие перья в самый раз подойдут, чтобы местные с вас прикалывались. В таком бодике можно ходить на вечеринки, но в обычное время лучше не стоит. Люди здесь очень яркие, и выражать себя через одежду – это одно из первых правил Тулума. Не успеваем к закату, снимаем подводочки. Солнце уже совсем близко. Дальше мы отправились в путешествие на север Юкатана. И туда мы отправились на чем? На джипе. Пяу-пяу-пяу. Вот такого малыша мы взяли для этого трипа. В теплых местах машина без крыши – это самый кайф. И мы отправились на север полуострова. Главная наша цель – это пирамиды в городе Чичен-Ица. Но по пути мы решили заехать в заповедник Рио-Лагартос. Здесь живут сотни розовых фламинго. Правда, мы были проездом, поэтому вот вам пару пеликанов. А вот до пирамид мы добрались, но был нюанс. В последние годы власти запретили подниматься на пирамиды, и это грустно. Когда мы были в Камбодже, например, в Анкор-Вате, ты можешь перелазить его весь, и ты чувствуешь реально какое-то трушное такое соединение с древним миром.
А здесь ты просто ходишь и смотришь. Ну, во всем мире что-то хорошее. Там можно подойти к пирамиде и похлопать, и ты слышишь отражение... Как это Ну да, какое-то очень уникальное отражение звука. Послушайте, возможно, на записи будет плохо слышно. Стоит ли туда ехать? Если вам нравятся туристические места, то я думаю, конечно, стоит. И увидеть пирамиды, в принципе, я думаю, это must-have, когда вы находитесь в Мексике. Их не так уж и много, в принципе. Пирамид? Много? Но для крутых фотографий в Инстаграм пирамиды подходят идеально. В конце нашего путешествия мы заехали в Канкун, в дом одного уникального персонажа. Его зовут Сауль, и он построил такое уникальное жилище. Мы с Настей любим коллекционировать классные дома, да. И в его доме мы нашли очень много древних артефактов, и вообще дом построен. Для меня этот дом вообще раритет. Ну, то есть в нем каждая деталь имеет историю. Его книги древние еще с печатью инквизиции стоят. Это обязательно нужно увидеть. Вот так выглядит дача, хотелось сказать обычного, но необычного мексиканца. Здесь я позвонил, но скорее потянул в самый необычный дверной звонок. Этот парень собрал не просто дом, а целый музей, где каждая его часть имеет историю. So I designed this house inspired in the Mayan houses. All the construction of this roof was made by authentic Mayans. As you can see, there are a lot of objects here. Why? Because they are part of the history of the house. Every place I visit, I always wanted to grab something. These are from a part of Merida. This is 200 years ago. This is a wheel that has more than 400 years. Before I start to construct, I bought everything, all the doors and windows from houses they were throwing. So for example, I put this door. This is a door from the horse houses. Look at this beauty. Because I am a printer, I like to collect even though old books. But this is the oldest book I have. It was printed in Spain by Antonio de Sancha, authorized by the Inquisition. It has almost 300 years. Друзья, это просто какой-то сказочный мир. Просто посмотрите на эту природу. Это нереально. Это просто обычный жилой дом. Здесь 50 соток земли, но все выглядит как огромный ботанический сад. This tree is a sacred tree from the Mayans. It's called Ceiba. This tree was fallen down because we had 2 hurricanes about 3 months ago. Так, стоп. Он сказал 2 урагана? Дело в том, что в Мексике есть сезон ураганов. С июня по ноябрь здесь активизируются атлантические ураганы. К сожалению, полуостров Юкатан лежит прямо на пути движения стихии. В октябре 2020-го здесь прошло сразу 2 мощных урагана – Дельта и Зета. Скорость ветра достигала 200 км в час. Без света остались больше 1 миллиона домов. А нанесенный ущерб исчисляется миллиардами долларов. За год здесь проходит в среднем 5-6 ураганов разной мощности, но местные к такому уже привыкли. Это дерево они называют ходячее дерево. Смотрите, оно пустило первый ствол, и дальше оно находит под землей места, где есть полости и где есть вода. И туда оно пускает следующие стебли сверху вниз. И на данный момент оно уже сделало 3-й шаг. И по всей видимости оно будет шагать дальше. Чем интересен этот парк? Дело в том, что у этого парка есть одна особенность. Весь этот парк – это одно дерево. 200 лет назад это дерево сделало первый шаг, затем второй. И сейчас это самое большое дерево в мире по занимаемой площади. Это тоже фикус, как и в доме у Сауля. Его также называют Великий баньян. А дальше мы вам расскажем про сеноты.
заката. Сеноты на полуострове Юкатан больше 6000. Мы побывали в 3. Здесь, в Мексике, есть кое-что, что невозможно не посетить. Эти места называются сеноты. Это сеть подземных пещер, которые затоплены водой. Вода в них при этом прозрачная, и выглядит это, невероятно. Мы решили сделать небольшой тур по уникальным сеноты, и первое у меня за спиной. Сеноты — это по сути пещеры, крыша которых обрушилась. Все они затоплены подземными водами. Поэтому вода в них невероятно чистая. Когда мы смотрели фотографии водолазов, я не верил, что это реально. Но по факту это оказалось именно так. Вода невероятно прозрачная. И я считаю, друзья, что это обязательно нужно увидеть. С уровня земли, а это метров 15 в высоту, свисают корни деревьев. Как они это делают, мне непонятно. Есть одна интересная история про так называемый священный сенот. Он находится в городе Чичен-Ица, там где пирамиды. Майя считали, что на дне живет бог дождя, и во время засухи они приносили ему человеческие жертвы, бросая их на дно сеноты. В 1904 году американский дипломат Эдвард Томпсон купил священный сенот за $35. Тогда он организовал первое в истории погружение на дно сенота. И то, что он достал со дна, шокировало весь мир. Помимо 50 человеческих скелетов, он поднял сотни артефактов. Это были изделия из золота, жадеита, копала, кремния, обсидиана и тканей. Клад со дна сенота по ценности уступал только находкам из гробницы Тутанхамона. Сейчас все драгоценности хранятся в Музее археологии Пибоди Гарвардского университета. В этом сеноте крыша не успела обвалиться, поэтому он больше похож на пещеру. Вот через вот это отверстие в крыше пробивается свет. И, конечно же, я решил туда поплыть. В общем и целом, аудитория Тулума, мне лично она не заходит, поскольку много здесь чего фэнси, и каждый пытается показать себя. Но есть местные жители, которые здесь живут и которые считают вообще Тулум уникальнейшим местом и единственным в своем роде в мире. И такого парня мы встретили, его зовут Алехандро. Он тоже занимается уникальной деятельностью, он проводит фруктовые церемонии. Да, и этим он зарабатывает на жизнь. И это еще один момент, который может вам показать, какие варианты есть в жизни для реализации своего собственного пути. Welcome to Tulum. My name is Alejandro. They call me El Niño Fruto, which it means the fruit boy. I'm a visual artist who works with fruit in all kinds possible, and I encourage people to plant more trees. Since I was young, I've been creating graphic designs, videos. And I was once in Turkey on a music festival, and they invited me to present a workshop, and I had plenty of fruits after the breakfast. So I said, why don't we just play with the fruits? We took out the fruits and we started experimenting with the fruits, and something happened that I never saw in my life. People crying, screaming, laughing, touching. It got super sensual. And I found out that fruit has a super sensual face. By finding that, I discovered the power of the fruits. Since that moment, I've been doing research, exploring, talking. Now I've done ceremonies in Mykonos in Greece, in Bali, in Australia, in Costa Rica, Tulum of course. So it's slowly expanding the movement, hoping to one day take the project around the world. Meeting, whoa, about fruits. The fruit stop. Come with me. We're taking the pineapple, sandia, extra papayas.
we'll see the powers of the fruit. С нами опять происходит магия, но мы этому не удивлены, потому что мы, когда приезжаем в новое место, мы просто с открытым сердцем готовы принимать все, что происходит вокруг нас. So welcome to Delek Tulum, my favorite spot in the whole Riviera Maya, probably in the world. Let's get the fruits ready, set the mandala, bring the people, and start. Все участники садятся в круг, и так начинается магия фруктов. Важнейшая цель церемонии – это погружение в настоящий момент. Люди играют с фруктами, исследуют их, вдыхают запахи, и каждый этот шаг приближает общую идею Тулума. Stay present, which is one of the principles of Tulum-based people. Stay present, что означает «находись в настоящем моменте». В нашем языке есть уникальная подсказка – это настоящее время. Оно настоящее. Прошлое и будущее не существует. А то, что существует – это настоящее время. Take this small piece of fruit and let's do this collective offer. Thank you, Tulum! Thank you, Tulum! Thank you, Tulum! Для меня Тулум — это такое попсовое фэнси место, в которое стоит ехать, если у вас прилично денег и вы готовы с ними расставаться. Для меня Тулум показался достаточно тусовочным местом, и если вы, в принципе, одинокий человек и ищете интересные знакомства по всему миру, то вам обязательно стоит ехать. И не советую ехать на месяц или на 2, потому что сливаются деньги, и иногда вы не понимаете на что. Сюда стоит ехать на 2 недели со своей компанией. И нормально ворваться. И нормально ворваться. Вот это имеет смысл. Это здесь 100%. ярко, сочно, и много интересных людей, здесь есть все. И даже больше. И даже больше. И если вы хотите получить крутой нетворкинг, это тоже место для вас. Здесь знакомства Если завязываются. вы хотите заработать деньги, и вы креативные, это тоже для вас. Да, здесь можно зарабатывать чем угодно. Здесь продается все из-за того, что много денег крутится, вы можете здесь зарабатывать. Вот, друзья, сегодня мы Охрененно. ведем этот репортаж не с Тулума. Зацените эту красоту. Вот. Это был большой выпуск о Тулуме. Ждите обновлений. На связи Гавар и Лут.